Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы спрашивали меня, откуда я беру идеи для своих изделий. Вы знаете, иногда идеи приходят от нужды прибраться и навести порядок. Пару дней я сидела с пустой головой, шить не хотелось совсем, несмотря на список ваших пожеланий. Но бывает, да, ну нет вдохновения. В такие дни я прибираюсь у себя, и руки мои добрались до мешка с обрезками, которые я собирала для джинсели. Но полосок заготовленных у меня и так полная коробка стоит, поэтому я решилась на эксперимент. Буду шить опять сумку. Не потому что они мне нравятся, да, вот только сумки, а потому что объем работы небольшой и результат эксперимента не заставит себя долго ждать. Основой для сумки будет полотно, выполненное в технике Crazy Patchwork. Можно было бы вот эти лоскуты так приклеить, да, на флизелин или клеем какой-то основе, да, потом стачать какими-то красивыми строчками или просто зигзагом. Но мое полотно должно быть скучным, без строчек, без всяких зигзагов. Единственное, это разнообразие цветов. Да и они должны быть, ну, как бы так сказать, слишком яркие брать я тоже не буду. Картинка в голове у меня довольно туманная. Посмотрим, что из всего этого получится. Получится ли вообще что-то. Самой интересно. Сейчас я отберу еще лоскуты в лоток. Да, таких вот неприглядных цветов. Потемнее. Такие я брать не буду, конечно, слишком яркие. Собирать я буду небольшие блоки, а потом соединять между собой. И собирать я буду вот от таких лоскутков непонятной формы, да, не какой-то там треугольной или шестиугольной. И начну вот так вот стачивать по одному, да, притачивать, подрезать. И припуски я буду разутюживать. Выполнила шов, припуски разутюжила. Вот я утюг уже пододвинула к себе поближе, приготовила, чтобы все было аккуратненько. Иголка у меня стоит номер 90, обычная самая, синие нитки, стежок 3 миллиметра я поставила. Итак, начнем. Лоскуты у меня уже становятся довольно большими, что в принципе мне не хотелось бы, да, чтобы они еще больше были. Поэтому уже пора заканчивать с этим, выходить на более-менее квадратную форму. Я потом, конечно, все подровняю, да, по линейке. Вот сюда уже большой пойдет лоскут. Ну или можно стачать вот этот, допустим, да, и какой-то вот этот. Так я, наверное, сделаю. Я их стачаю между собой вот в полосу и пришью сюда, и потом еще уголок. Вот такая уже более-менее квадратная форма получается. Так, здесь у меня 19 сантиметров, значит здесь мне тоже надо сделать 19. Так, здесь тоже прямо подрежем. Так, и здесь не хватает небольшого уголка. Ну, сейчас я сюда что-то притачаю, может быть, вот так даже, да. Первый блок готов. Размер его получился 18,5 на 18,5. И соберу я еще таких же 7 блоков, чтобы всего их было 8. Где находится центр, да, вот в блоке, абсолютно не важно. Он может быть и здесь. Следующие блоки я буду, может быть, да, как-то вот в эту сторону продолжать.
Блоки все готовы, и получились они не такими уж и скучными, как хотелось. Видимо, надо было подбирать лоскуты более приглушенных цветов. Ну, вот такие светлые не брать, потому как полотно должно было служить лишь фоном. Ну, ничего. Сейчас соединю эти блоки и затем полотно буду декорировать пряжей. Вот такая пряжа у меня есть. Называется она Феста от итальянского производителя Lana Grossa. Вот с такими мини-помпончиками. Пряжа эта ассоциируется у меня с индейскими пледами, пончо, сумками. И я ее попробовала на образце, как ее пришивать к основе. Я торопилась, поэтому может быть не совсем ровно, да. Здесь и мозги, кто-то их называет мозги. Здесь и линии прямые, и волнистые, и вот какие-то треугольники я попыталась сделать. И все это напомнило мне рисунки пустыни Наска. Опять же индейцы. А там, где индейцы, там и перья, и бусины. Поэтому будет сумка в этническом стиле с клапаном. Итак, соединю все блоки в ленту по 2. Ну, вот так, как они и лежат. Ну, может быть, их как-то покручу, да, посмотрю, как посимпатичней. Вот так выглядят соединенные блоки с изнаночной стороны. И прежде чем что-то дальше с ними делать, ну, я попыталась, да, вот эти все припуски тоже разутюжить. И это мне дается нелегко, потому что, ну вот смотрите, в таких местах у меня здесь 2 шва сходятся и еще 3 сверху. Вот эти места все я простучу молотком сейчас. Ну вот везде, где потолще, да, и еще раз отутюжу. Так, вот я все еще раз отутюжила. Здесь я отметила, как клапан будет. Ну, вот с этой стороны, где посимпатичней. И сумка в проекции будет выглядеть, ну, вот так, скажем. Да, может быть, вот так, повыше даже чуть-чуть ее сделаю. Чтобы она так и выглядела не только в проекции, да, я здесь разрежу. Здесь будет дно вточное. И клапан я чуть-чуть вот здесь вот добавлю, да, дособеру. Ставлю пару лоскутов треугольных. Таких уже, ну, выберу уже поскушнее. Я доделала клапан. Вот так вот сложила все детали. И получается, что клапан немножко длиннее. Но не стоит забывать, что сумка же будет не плоская, она будет объемная. На объем я заложу, ну, скажем, 4 сантиметра. Сильно широкую такую я ее делать не буду. То есть, ну, 4-5 может быть. Вот так уйдет на толщину сумки. Клапан поднимется. Здесь еще будет припуск на шов. И с каждой стороны по 2-2,5 сантиметра тоже вот так вот уйдет на этот объем. То есть вот такая сумочка будет небольшая. Можно было бы, конечно, оставить и вот в таком виде ее, да, смотрится она достаточно неплохо, интересно все эти джинсовые кусочки. Но я все-таки от своей задумки отступать не буду. Я попробую ее шнуром, да, задекорировать. Тут будут перья, бусинки. Ну, посмотрим, что получится. Мне кажется, будет что-то очень даже интересное. В этническом стиле, в индейском, да, как я уже говорила. И, наверное, для любителей боха очень так, ну вот, мне кажется, подойдет. Я сама, боха мне очень нравится. Сейчас эти детали я продублирую флизелином. Вот такой у меня флизелин. Я не помню точно, по-моему, он 60 или 80 даже грамм на квадратный метр у него граммаж. Он такой достаточно плотненький. Продублирую полностью вместе с припусками от и до. Детали все я укрепила флизелином и края обметала зигзагом, чтобы вот в этих местах у меня строчки все не разошлись, потому что, ну, все-таки тут все разрезное, да. И вот в этих местах, где клапан идет, я вот так вот убавила по краям и сделала клапан чуть поуже, потому что вот здесь вот в этих местах, да, вот так пойдет,
чтобы клапан здесь не упирался. Ну, видимо, здесь карабины будут. Здесь вот так вот тоже будет припуск на шов, чтобы он был чуть поменьше, чтобы он ровненько лежал сверху, как-то вот так вот здесь не присбаривался. То есть сделала вот так. Сейчас я здесь нарисую, ну, узоры, какие я буду этим шнуром вышивать. Вот что я решила вышивать этой пряжей. Сделаю здесь 2 вот такие линии, да, и вот такой вот зигзаг. Все из этой пряжи. И здесь начну отсюда, вот так, выполню спираль до центра, обратно она раскрутится, и вот так вот. Сначала выполню вот этот элемент, да, на клапане. Затем посмотрим. Видимо, все остальное я буду делать вот тоже мозгами, вот такими, да, фоновая. Главное, чтобы, ну, клапан немножко привлекал внимание. Тут, конечно, будут перья, еще бусины, ну вот, тем не менее, хотелось бы еще акцентировать внимание на сам клапан. Пришивать кант, ну или пряжу, да, можно 2 способами. Один способ я уже показывала в видео, где я делала елочки. Я использовала вот такую лапку для изготовления и притачивания вточного канта. Вот она здесь имеет желобок. То есть, кому интересно, посмотрите это видео. Там я достаточно близко, достаточно так. Ну, видно все хорошо, как этой лапкой притачивается шнур. Но я приобрела вот такую специальную лапку именно для вышивки шнуром, для сутажной вышивки. Вот здесь есть такая направляющая для шнура, здесь отверстие. И притачивать я буду зигзагом, не мелким. Скажем, ширину я сделаю, конечно, ну вот 2 миллиметра, да, как ширина вот этого шнура. А шаг у меня будет, ну, скажем, 2,5-3 миллиметра. Вот я на той заготовке пробовала, там у меня 3 миллиметра стояло, то есть, наверное, так и сделаю. И особенность сутажной вышивки в том, на машинке, да, что вы двигаетесь все время вперед. То есть вот такие движения, да, не получатся, как в свободно ходовой стежке. То есть все время нужно эту заготовку вот так вот крутить и поворачивать. Ну, в том видео про елочки там видно очень хорошо. Неважно, какой лапкой вы будете пользоваться, этой или этой. То есть вы двигаетесь все время вперед по рисунку. Начну я с края, разумеется, да, и начну с прямых линий. Вот дошла до уголка, и кант у меня, вот смотрите, он как бы огибает иголку. Иголку я оставляю вот с этой стороны, в данном случае слева. И продолжаю. Вот так получается, смотрите. Сейчас точно так же выполню вторую линию. Мне сейчас камеру придется переставить чуть подальше, да, потому что здесь надо будет крутить, вот эти вот зигзаги выполнять. И здесь я просто ее задену, она у меня улетит со стола, поэтому я ее подальше поставлю, ну, чтобы видно было, да.
Вот что получается. Вот я сейчас смотрю на камеру, и вот эта синяя основа, она очень ярко почему-то передается. На самом деле, вот эти нитки, этот узор, он намного ярче, чем сама основа. Я здесь заколола булавками, да, чтобы удобно это было все крутить. И сейчас, ну, я вот этими мазками, да, заполню все остальное. Мне придется их, конечно, нарисовать мелком, ну, хотя бы ориентиры, в какую сторону двигаться, да. Потому что, ну, когда ты двигаешься, крутишься, не совсем такой обзор, да, полный, куда двигаться. Смотрите, какая красота получается. Я вообще, честно говоря, даже не ожидала. Мне очень нравится. Я смотрю и вижу, что, опять же, камера передает очень яркий джинсовый цвет. На самом деле это не так. Он более приглушенный. И видно вот этот шнур очень. Но мне очень нравится. Я довольна. На эту деталь я потратила 1,5 часа. Работу, конечно, усложняло то, что деталь достаточно жесткая, да, то есть вот она упирается в край машинки и никуда ее все время надо сворачивать было на каждом вот этом повороте, да. И также, конечно, вот эти толстые швы. В следующий раз, когда я буду вышивать шнуром, я, конечно, уже собирать из кусочков не буду. Это была моя ошибка, но, тем не менее, цель я свою достигла. Я утилизировала часть обрезков. Вот, сейчас сделаю вот эту переднюю, да, стенку сумки. Также сделаю здесь вот такой узор по краю. И остальное все вот этими мазгами. Ну, вот эта деталь, наверное, уже быстрее будет. Я, наверное, на нее где-то полчаса потрачу. Она маленькая, ее не надо будет сгибать нигде. То есть крутить ее достаточно вот так вот. Легко получится. Передняя стенка сумки готова. Вот так это будет выглядеть. Вот таким образом. Какие же размеры у меня получились? У меня получилось 35,5. Здесь 26. И вот от этой линии клапан до самой вот этой выступающей точки 29,5 сантиметров. И сам клапан, ну, я его поуже делала, если помните, 33,5 получился. Теперь можно приступать к крою остальных деталей, и начну я с дна. Какого же размера мне делать дно? Я уже здесь посчитала. Вот я здесь записала. Смотрите, эта ширина у меня 35,5 сантиметров. Из нее я вычту ширину, вот эту ширину дна, готовую ширину дна 5 сантиметров, потому что, ну, я решила, что у меня сумка будет шириной или глубиной, да, 5 сантиметров. Почему я не учитываю припуски здесь? Не вычитаю их, да, потому что у дна тоже здесь будут припуски.
Ну, я считаю, зачем их сейчас вычитать, потом здесь прибавлять к этой детали. То есть вот таким образом 35,5 минус 5 сантиметров получается 35. И ширина дна в готовом виде 5 сантиметров, да, как я уже говорила, но к нему уже нужно будет прибавить припуски на швы. По 0,75 я прибавляю. Итого получается 6,5. То есть вот это размер детали дна. Сейчас я ее выкрою, эту деталь, и продублирую на 2 раза флизелином. Почему на 2 раза? Потому что вот эти детали, они достаточно жесткие. Мне бы хотелось, чтобы дно было, ну, не мягче, да, чем все остальные детали. Поэтому на 2 раза, и также шнуром, ну, я посмотрю, какой узор, может быть, вот так сделаю, может быть, тоже эти мазки сделаю. То есть сейчас сделаю дно и покажу, что дальше. Дно готово. Сейчас я его втачаю сюда между этими двумя деталями. Ну, понятно, да? Здесь вот так вот. И здесь, соответственно, то же самое. И припуски я заутюжу на дно, чтобы у меня вот так получилось. Чтобы вот этот припуск, он не наверх смотрел, а вниз. Ну, здесь, понятное дело, да, надо все отцентровать, чтобы все ровненько было. Дно сумки я втачала, вот так это все выглядит. Сумка получается не очень такая глубокая, да. Кто хочет, конечно, может делать и 6, и 8 сантиметров. Тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Теперь можно выкраивать остальные детали верха сумки, я имею в виду. То есть здесь будет обтачка 3 сантиметра шириной в готовом виде. Здесь припуск у меня уже есть. 3 сантиметра в готовом виде с учетом припусков это 4,5 сантиметра. То есть вот от этой линии, ну, я сейчас просто нарисую, чтобы вам было понятно. Мне нужно отложить 4,5 сантиметра. То есть вот так вот. Вот такая обтачка будет, вот такая деталь, да. Я вот здесь себе запишу 4,5 на 35,5. Это первая обтачка, которая пойдет к передней стенке сумки. Здесь будет клапан, обратная сторона клапана с цельнокроенной обтачкой. Вот так у меня стенки будут между собой стачиваться. Ну вот здесь вот по этим уголкам. То есть мне вот от этой линии, да, вот от этой, нужно отложить также вниз 4,5 сантиметра. И вот эта вся деталь, она вся будет, ну, так сказать, из одного лоскута. Я поищу джинсы побольше, но если не найду, сделаю сточную деталь. Может быть по центру, может быть так, но не из кусочков. То есть вот такая у меня будет деталь. Клапан с цельнокроенной обтачкой. Сейчас выкрою это и вот эту обтачку из джинсовой ткани. И также продублирую их флизелином. Обтачка передней стенки сумки и обратная сторона клапана готовы. Как вы видите, я тоже решила поэкспериментировать уже на обычном лоскуте джинсовом, да, не собранном из кусочков. Выглядит тоже очень красиво, конечно. Почему я экспериментировала? Потому что когда я выкроила его, приложила, да, вот сюда, и он, ну, такой был, такой одинокий какой-то, вот, ну, лысенький, да, поэтому мне захотелось тоже его каким-то образом украсить, чтобы когда вот такую сумку открываешь, да, чтобы здесь тоже что-то было. И на обтачке я тоже сделала пару линий. Теперь можно выкраивать подкладку. Вот так я приложу клапан, да, как он должен быть, и обтачку. И подкладка у меня будет точно такой же формы и размера, вот как это белое, ну, пространство, да, что ли, вот до этих линий. Единственное, мне надо будет прибавить по 2 припуска на швы с каждой стороны. Почему по 2? Смотрите, вот здесь вот есть уже припуск, он уйдет. То есть строчка, место стачивания будет вот здесь. И
припуск, собственно, подкладки. То есть по 1,5 сантиметра я добавлю с этой стороны и с этой. Все остальное я сделаю то же самое. Эта ткань у меня пойдет на подкладку. Вы ее уже видели в предыдущих видео. Она просвечивает, поэтому я ее продублирую флизелином. Ну вот что значит покупать в интернет-магазине, да, кота в мешке, не потрогав, не пощупав ткань. И выкраивать я буду, вот смотрите, еще раз покажу, да, 46 сантиметров здесь, плюс 1,5 здесь, плюс 1,5 здесь. Итого 49 сантиметров на 35,5. Прямоугольник вырежу, и это будет подкладка. Выполню здесь 2 кармана, видимо, один накладной, один прорезной. Как выполняются карманы, я уже показывать не буду. Я об этом уже снимала и отдельное видео. Вот ссылка, смотрите. Ну, может быть, кто-то захочет какие-то другие карманы, пожалуйста. Подкладка готова. Здесь я пришила вот такой открытый карман, тоже его этой пряжей задекорировала. И здесь воспользовалась вот этим местом, да, притачивания клапана. И сделала вот такой карманчик прорезной. Вот такой он глубины. То есть, ну вот, может быть, если видно, сейчас он просвечивает, да, слегка. И я забыла еще одну важную вещь сказать. Ну, это будет бонус для тех, кто досмотрел до этого момента. Когда вы выкраиваете подкладку, учитывайте то, что она лежит внутри сумки. То есть ее нужно выкраивать буквально на 2-3 миллиметра с каждой стороны поменьше, для того, чтобы она, ну, хорошо так внутрь села, легла, да, никаких там волн и складок не было. Вот смотрите, у меня вот здесь вот, да, получилось, ну, здесь, наверное, даже 0,5 сантиметра. Здесь немножко. И вот здесь вот, где клапан, тоже, ну, здесь вот, наверное, 2-3 миллиметра. Теперь можно приступать уже к сборке сумки, стачивать боковые срезы вот эти, да, на подкладке и на основной детали. На подкладке я оставлю небольшой открытый участок, ну вот так вот, да, чтобы все это можно было потом вывернуть. Выворачивать, конечно, будет нелегко, потому что, опять же, клапан этот большой здесь. Но ничего, как-нибудь справимся. Боковые срезы я стачала, и поскольку у меня дно достаточно жесткое, оно вот само формируется, да, я припуски вот эти разутюжила на разные стороны. Вот так вот нужно сложить и проложить здесь строчку. С этой стороны то же самое. На подкладке, вот здесь я так приутюжила, совмещаю вот эту строчку вот с этим сгибом, да, который я приутюжила. И от этой строчки откладываю по 2,5 сантиметра в разные стороны, поскольку у меня дно 5 сантиметров. Прокладываю строчку, уголок обрезаю. С этой стороны то же самое. Подкладку вкладываем в сумку, получается лицом к лицу, и стачиваем вот эти открытые срезы все. Теперь это все нужно отутюжить, чтобы все легло ровненько. Ну что, уже похоже на сумку. Мне даже уже вот, ну, мне вообще нравилось.
То есть я довольна тем, что я вижу, что начинает получаться. Подкладочка довольно ровненько легла, да, все без всяких морщин и складок. Сейчас установлю сюда магнитную застежку, пока у меня подкладка не зашита. Ну, я ее в последний момент зашью куда-нибудь сюда. И поставлю люверсы вот сюда с двух сторон. Здесь у меня будет крепиться ремешок на карабинах. Ремешочек я уже тоже сделала. С одной стороны стропа, с другой стороны вот так я его задекорировала. Половина ремешка вот такой зигзаг идет, да, и потом полоски. Ремешок регулируемый, 1,30 м его длина максимальная. Кнопка магнитная поставлена. Ремешок тоже все я сделала. Осталось теперь эту сумку задекорировать. Начну делать перья. Вот такие лоскутки я нашла. Ну, тоже вот примерно таких же цветов, как сумка. Я повыдергивала здесь по несколько ниток, посмотрела, какие будут нитки, да, болтаться у перьев. Но меня устраивает темно-синий и вот такой голубоватый. Начну. Перышки я буду делать, ну вот с помощью такой нитки, обычная какая-то полушерсть. Я взяла не очень толстую. Мне нужна будет петелька сверху перышков. Для чего потом увидите. Так вот я прикладываю, да, к серединке перышка. И мелким зигзагом. Вот здесь вот скручу их, вот эти две нитки, да, чтобы они не разошлись. И не доходя, ну, примерно 1 сантиметр, в зависимости от размера перышка. Больше перышка, больше расстояние, да, когда вы не доходите до конца. Сумка готова. Внутри я показывать уже не буду, вы все видели, да. Я туда кое-что положила, чтобы она не примялась. Ну, она же не пустая будет носиться. И вот что получается. Смотрите, какая красота. Я ее задекорировала достаточно аскетично тоже, потому что у меня не хватило бусинок. Ну, вернее, не было бусинок подходящих цветов. Мне кажется, сюда подошел бы вот такой оранжевый терракотовый, зеленый глубокий такой изумрудный и, возможно, индиго. Как вам кажется, нужно ли эту сумку еще дальше расшить? Ну, я имею в виду клапан, или стоит оставить так? Пишите, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Даже несмотря на то, что у меня не хватило бусинок, она мне очень нравится. Я ее, конечно, оставлю себе. И у меня еще вопрос, девоньки, если среди вас есть те, кто носит боха, да, бохини, скажите, пожалуйста, а не боха ли это случаем? Потому что мне этот стиль тоже нравится, но я не пробовала, потому что
ну, как-то я неуверенно себя чувствую, да. Мне кажется, там нужно иметь, ну, совершенно такой тонкий вкус. Тем не менее, результатом я довольна. Если вам так же, как и мне, нравится то, что я делаю, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю хорошего настроения. До свидания!